Друзья, что вы знаете о гольфе? Гольф – это вид спорта, в котором отдельные участники или команды соревнуются, загоняя маленький мячик в специальные лунки ударами клюшек, пытаясь пройти определенную дистанцию за минимальное число ударов. Я думаю, что это и без меня каждый может понять, прочитав этот текст на Википедии. Но в чем же прикол игры в гольф? Почему этот вид спорта так популярен среди самых разных возрастов и на самых разных континентах? Так же, как, наверное, для вас сейчас, для меня все, что было связано с гольфом, было окутано пеленой незнания. Более того, я действительно не понимал, в чем же интерес весь день ходить по 10 километров и размахивать клюшкой. Но поверьте мне, это удивительный вид спорта, а игроки в гольф – это особая категория людей, отличающихся спокойствием, мудростью и интеллектом. В общем, сегодня моей миссией будет раскрыть перед вами тайну гольфа. Ну и, конечно, я постараюсь хоть немного окунуть вас в этот невероятно интересный и увлекательный мир. Все началось с того, что наш большой друг Андрей Бурмакин, создатель манги о Димаше, попросил нас помочь ему и сделать видеоролик о гольф-турнире, который как раз проходил недалеко от Петербурга, в великолепном Петергофе. Это турнир, который организует сеть отелей Max Royal. Это довольно известные отели, кстати, которые имеют прямое отношение к Турции. В сети два отеля, один из которых находится в Кемере, а второй в Белеке. Кстати, если вы поедете в Белек, там даже не отель, а настоящий гольф-курорт. И между прочим, главным призом соревнования была путевка в финал, как раз именно в этот отель. Кстати, с победителями турнира мы еще сегодня познакомимся, но давайте по порядку. В общем, Андрей попросил нас сделать видеоролик о турнире, и мы с большим удовольствием согласились. Кстати, этот ролик вы сможете посмотреть в конце этого видео, и мне будет безумно приятно, если вы тоже сможете его оценить. Мне очень важна ваша оценка, вне зависимости от того, понравится вам этот ролик или нет. Все-таки как-никак вы все являетесь нашими учителями, и поэтому я уверен, что могу получить от вас честную обратную связь. Ну а теперь давайте поговорим о гольфе. Для того, чтобы разобраться в правилах, достаточно понимать, что смысл игры в том, чтобы, используя как можно меньше ударов по мячу, отправить его прямиком в лунку. Игра в гольф – это очень продолжительное занятие. Например, когда мы были в гольф-клубе Петергоф, игра продолжалась порядка 5 часов, так что это игра, которая требует от игроков приличной физической подготовки. Ах да, я же не рассказал вам о прекрасной площадке, где проходило это состязание. Петергоф гольф-клуб – это статусное место для проведения турниров по гольфу, проведения соревнований международного уровня и также для неформального общения и бизнес-встреч. Да, действительно, для меня стало большим сюрпризом, что гольф – это один из любимых вариантов общения среди бизнесменов. Можно так сказать, что это международный язык общения среди предпринимателей со всего мира. А также мне стало известно, что именно на гольф-площадке чаще всего заключаются настоящие договоренности между бизнес-партнерами. Ведь гольф – это игра, которая раскрывает любого человека и показывает всего его без прикрас, открывает его и может рассказать о нем больше, чем любой другой вид спорта. Пока я ждал начала турнира, на удачу мне удалось поймать коммерческого директора гольф-клуба Петергоф Александру, и я с большим удовольствием задал ей несколько вопросов. Например, о том, почему же гольф для многих – это игра номер один. Гольф – это бесконтактный вид спорта, который позволяет соблюдать социальную дистанцию, находиться на открытом воздухе, который подходит абсолютно любому возрасту, начиная от 7 и заканчивая совсем пожилыми игроками. Это супер фитнес-зарядка во время ходьбы, особенно это зарядка для мозга, это новые знакомства, это свой особенный мир, где хочется развиваться, где моментально обрастаешь новыми связями и где начинаешь болеть этим настолько, что в хорошем смысле болеть, что начинаешь ездить по турнирам, ездить вот, пожалуйста, в Max Royal, узнавать новых людей. Это такой особенный мир, куда чуть только с ним немного соприкоснешься, сразу же хочется стать его частью.
действительно развиваться. Самое главное — понижать гандикап, не забывать сдавать счетные карточки и, собственно говоря, участвовать в турнирах и просто кайфовать, находясь на свежем воздухе. Компания отличных людей, поэтому играйте в гольф. Все, что надо, научим, объясним, покажем здесь, на Гофмейстерской 1, Петергоф гольф-клуб. И еще несколько интересных деталей о гольфе. В него можно начинать играть в любом возрасте. И интересно, что это игра, где также могут соревноваться между собой и мужчины, и женщины. И, между прочим, молодые спортсмены также могут играть практически наравне со взрослыми, что делает гольф также и прекрасным видом времяпрепровождения с семьей. На мое удивление, так оказалось, что наш друг Андрей, кроме того, что занимается предпринимательством и пишет книги, он еще и профессиональный гольфист. И именно поэтому он был представителем Max Royal на турнире в Санкт-Петербурге. И я попросил его также сказать пару слов, чтобы мы с вами могли получше разобраться в гольфе. Да, ну если говорить о гольфе, он, безусловно, полезен не только как спорт. На мой взгляд, он развивает общечеловеческие качества. В частности, гольф любит честных людей, не любит нечестных людей, потому что как такового судьи на поле нет, и поэтому мы записываем ровно тот счет, который делаем во время игры. То есть стараемся никого не обманывать, ни себя, ни других, и записываем ровно такое количество ударов, которые сыграли. И, соответственно, это переносится на жизнь, и это, в принципе, одна из причин, почему за рубежом деловые контакты зарождаются на гольф-поле. На самом деле гольф — это хорошая физическая нагрузка, поэтому кто не пробовал, очень рекомендую. Так как Андрей настоящий профессионал, я попросил его провести для нас краткий экскурс в мир гольфа. И он с большим удовольствием выступил в качестве нашего гида, а главное, рассказал и показал, что же происходит на гольф-полях. Ну и, конечно, постарался объяснить, в чем же интерес этой игры. Не знаю, почувствовал ли Андрей, что мы никак не можем понять, что к чему, но он решил записать нас на урок к настоящему тренеру по гольфу. Всем добрый день. Меня зовут Максим, я представляю Московскую школу гольфа, школу Олимпийского резерва. Текст потерян. Вот А если что, потом подрежет, да? Чтобы очень умный будет тренер. Да. Гольф — интересная игра. Значит, в правилах пишут так, что гольф — это игра испытания, успех в которой основывается на расчетах, умении и способностях игрока. И действительно это так, конечно. Учит он как игре, так и в жизни, в принципе. Бывают плохие удары, бывают хорошие удары, также там бывает черная и белая полоса. И вот при самых плохих ударах, при самом плохом раскладе надо не ломать клюшку, надо стараться сдержать себя в эти моменты и дойти раунд до конца с таким настроем, чтобы ты закончил раунд и был доволен сам собой. А вот тем, кто хочет заняться гольфом, им что нужно вот прямо сейчас? Они что могут сделать? Отжиматься, может? Или, может быть, им в блокнотике как-то тренировать что-то нужно? Собраться с духом и прийти, все. Вот, наверное, вот так. Не, давайте заново. У хорошего гольфиста в коллекции сколько должно быть? Ну, по правилам максимум 14. А там ты уже начинаешь тренироваться, подбираешь там вейджики, количество айронов, там гибрид вуды. Идея гольфа, что в принципе в эту игру можно с любого возраста начинать играть. Да, это правда, это правда. То есть даже если там тебе 34, то есть футбол ты уже как бы чемпионом не станешь. В футболе, да, уже поздняк. А здесь ты можешь начать там в 40 и пойти там на Кубок России, на чемпионат России заявиться. Ну, естественно, дойдя до определенного уровня, там наличие гандикапа и так далее. А как мне побить рекорд Боба Кука? Усердно тренироваться. Для вас. Мы попробовали сделать несколько ударов, но все было тщетно. Это действительно сложная игра. И теперь я наверняка могу сказать, что гольф — это один из самых сложных видов спорта, с которыми я имел дело. Для того, чтобы просто попасть по мячу, нужно привести в порядок голову, расслабить, а затем собрать все мышцы тела. И главное — держать концентрацию до самого конца, а это очень сложно. Но во время обучения я был буквально взбешен этим маленьким мячиком, который никак не хотел лететь. Да и клюшка не хотела слушаться, постоянно промахивалась мимо мяча.
И даже в один момент наш тренер настолько разошелся, что в попытках доказать нам, что мастерство игры в гольф доступно каждому, а искусство правильно попадать по мячу – это всего лишь порядок в голове, решил провести несколько обучающих экспериментов. Уже сейчас на самом деле я понял, что таким образом ребята постарались расслабить нас и показать, что физическая сила для игры в гольф не нужна, нужно привести в порядок мысли, и тогда все получится. Ах да, о самом важном-то я чуть не забыл вам рассказать. Гольф не заканчивается, когда игроки закатят все мячи в лунки. Именно после того, как все игроки вернутся с полей, и начинается самое интересное. Начинается награждение победителей. В гольфе нет судей, подсчет ведут сами игроки. И, кстати, благодаря этому гольф также можно считать самым джентльменским видом спорта. Так вот, на награждении все игроки собираются вместе, объявляют победителя и вручают самые разные призы. Как я уже говорил в начале, чемпион турнира получил путевку в Турцию, в финальную часть соревнования. Но и остальные игроки тоже не были обделены подарками. Например, обладатель второго места получил путевку на отдых в Италии, что мне кажется тоже очень достойной наградой. Ну и конечно, для всех гольфистов самое интересное начинается уже после награждения. Начинается неофициальная часть, где как раз проходит все самое интересное. Все поздравляют друг друга, танцуют, развлекаются, кто-то выясняет отношения на небольшой гольф-площадке поблизости, пытаясь наспор продемонстрировать свое мастерство игры. В общем, и у нас была возможность познакомиться с чемпионами, которые поделились своими эмоциями. Друзья, сегодня был очень классный раунд, замечательная погода. Мы играли просто великолепно. Поле в хорошем состоянии, и было сегодня вот все сложилось так, как должно было сложиться. Мы счастливы, что участвовали в этом турнире, я прям очень доволен своей игрой. Это точно, поддержу своего партнера. Все летело, все закатывалось, шикарная погода, комфортный флайт. Ребят, играйте в гольф, это действительно круто, и до встречи в Белеке. Ура! Пока! Да, друзья, подводя итог, хочется сказать, что гольф — это действительно очень сложная игра. Именно в плане психологии, в плане контроля своего сознания, своих эмоций. Именно поэтому игроки в гольф отличаются спокойствием и особым джентльменским поведением. Это не просто игра, это настоящая битва с самим собой. Победа в которой делает тебя сильнее не только на гольф-поле, но и в жизни, и в бизнесе. Или в работе. И поэтому теперь я совершенно по-другому смотрю на игроков в гольф. Благодаря этому знакомству с гольфом я проникся невероятным уважением и большим интересом к этой удивительной игре, и в особенности к чемпионам. Поэтому спасибо Андрею, что пригласил нас, спасибо великолепной сети Max Royal, спасибо Петергоф гольф-клубу и всем, кто помог нам познакомиться и прикоснуться к этой очень интересной игре, благодаря которой я по-новому стал смотреть на жизнь. Ну а теперь предлагаю вам посмотреть, что же у нас получилось заснять для наших друзей из Турции. Привет, друзья, меня зовут Бурмакин Андрей, я представляю сегодня сеть отелей Max Royal, это самые лучшие отели в Турции. И мы сегодня организовали турнир на одном из лучших полей Санкт-Петербурга, Петергоф гольф-клуб. Сегодня замечательная погода, надеюсь, все хорошо сыграют и получат призы от Max Royal. Поэтому всем желаю хорошей игры, настроения. И до встречи на церемонии награждения. Меня зовут Александра Слесарева, коммерческий директор гольф-клуба Петергоф. Мы принадлежим управляющей компании Golf Estate. Помимо Петергофа у нас есть замечательные гольф-клубы в Москве Forest Hills и Пестово, а также клуб в Испании Сан-Роки. В чем особенность Петергофа? Мы в полной мере можем называться городским гольф-клубом, потому что находимся ближе всех к городу, всего в 40 минутах езды от центра города и в 10 минутах езды от фонтанов, что тоже немаловажно для туристов, которые приезжают к нам. Принимать турнир Max Royal для нас большая честь. Очень рада, что нам сегодня повезло с погодой, невероятная жара в Петербурге. Такое ощущение, что мы находимся в Турции. И я думаю, что сегодняшний день запомнится надолго и станет одним из самых ярких турниров сезона.
Да, сеть отелей Max Royal предоставляет возможность посетить в Белеке их отель, причем будет действительно бесплатное проживание, игра на гольф-поле, также будут призы за 2-е, за 3-е место тоже существенные. И в дальнейшем, надеюсь, сотрудничество между гольф-клубами продолжится. Спасибо большое, играйте в гольф. Ребят, играйте в гольф, это действительно круто. И до встречи в Белеке. Ура! Пока!